Привіт, Плеєй! Ми досі знаходимося на Мінськ-арені на 13-му сезоні Старладера. І поруч зі мною вже людина-легенда. І людина-легенда, іконічний кіберспортсмен, який за популярністю обійшов в Твіттері збірну України дуже як давно і дуже багато разів. Данило Денді Шутін. Привіт, Данило! Привіт. Ну і передусім хочеться запитати, як тобі все це подія в Мінську? Ну ти маєш чим порівняти, це і Інтернешнл, і Київ, і Бухарест. Що такого особливого є в Мінську? Ой, очень грандиозный ивент. Давно такого я не видел на СНГ просторах. Просто нереальная атмосфера, громадный стадион, куча публики. Все зажигают, всем весело. Просто невероятно. Вот. И в сравнении даже с Интернешнлом или каким-либо другим большим турниром очень клево, реально. Все нравится. Ну, але, на жаль, так вже склалося. В дота-сегменті для команд з СНД ситуація пішла не дуже. Це навіть стосується не тільки такої конкретної, це загалом така от загальна тенденція спаду в цілому в регіоні. Чому? Як? Вайваром перке навіщо? Ну, мне кажется, в основном это проблема нашего менталитета. Вот. Потому что все пытаются тянуть покрывало на себя. У нас очень крутые игроки в СНГ, и очень круто играют, исполняют. И вообще, я считаю, что по соло-скиллу, возможно, даже самые сильные в СНГ находятся ребята. Вот. Но этого недостаточно, потому что Dota — это командная игра, и нужно уметь вести себя в команде, уметь быть дружелюбным, общительным и так далее, и тому подобное. Вот. И, увы, наш менталитет, он немножко вот такой вот, что каждый пытается тянуть покрывало на себя, смотрите, какой я классный, крутой и так далее. Вот. Поэтому это, возможно, одна из проблем. Вот. Ну, видно показательно, да, на этом турнире ни одна СНГ команда в топ-4 не вошла. Тяжело. Будем стараться. Ну і в цілому, все ж таки, гравці, неважливо в якій дисципліні, це живі люди. Буває, емоції здають. І хтось десь, можливо, щось десь витікає, веде себе трошки не так, як належить. От чи варто людям медійним, чи мають вони більший допуск, право на помилку? Чи варто їх відразу, ну тому що, сам знаєш, наша спільнота, вона дуже швидко всіх какахами кидає, відразу. Чи варто робити більше розуміння до тих помилок, які люди можуть робити в своїх словах і вчинках після невдач? Нет, ну это смотря к чему это. Если к комментариям наших комментаторов-аналитиков, то нет, не стоит. Наоборот, стоит лучше хвалить тех, кто делает хорошо, чем обвинять тех, кто делает плохо. А если это касательно команды внутри команды, то никто не должен слушать мнение окружающих. Критику можно принимать, брать из нее что-то полезное и работать над своими ошибками, а так в команде должна царить такая атмосфера, что если кто-то ошибается, то после игры ему можно об этом сказать, и он абсолютно нормально это примет и будет работать над собой потом в этом направлении, а не обижать или держать какие-то обиды, и не будет никаких конфликтов и компромиссов после того, как кто-то скажет кому-то, что вот ты тут ошибся. То есть это нужно, чтобы каждый каждому мог это сказать, вне зависимости от его там статуса или еще чего-либо, вне зависимости от его позиции и так далее. Вот. Ну, твій гучний успіх, починаючи з 2011-го, надихнув багатьох людей на те, щоб зайнятися, власне, кіберспортом. Навіть серед іменитих гравців в численних інтерв'ю всі казали, Денді – це наш приклад, це наш зразок, на який ми намагаємося бути подібними. І тут виникає питання, будучи таким собі натхненником, чи міг би ти зробити якийсь такий загальний формуляр порад для людей, які хотіли би увійти в цю сферу, яку, як ми вже знаємо, це доволі складна, напружена і виснажлива? Да, я могу что-то посоветовать, но прежде всего ребятам нужно взвесить, потому что это очень тяжело и очень многим придется пожертвовать, если захочется реально добиться очень жесткого успеха. И я не уверен, что все готовы к таким жертвам, вот, потому что выглядит оно со стороны все клево и весело, на самом деле довольно-таки сложно. Но из советов самое главное, наверное, что я могу посоветовать, не бросать учебу, учиться, а свободное время уделять, если так нравится киберспорту, пожалуйста, но при этом должны следить за здоровьем, кушать здоровую пищу и многое-многое другое, потому что
то, как вы нажимаете кнопки, ваш скилл — это всего лишь 1/3 или 1/2 игры и очень много других пунктов, которые вам нужно качать как человеку и вообще просто прокачивать. Грубо ММО, РПГ, жизнь. Вот. Вы должны быть сильным, у вас должно быть много энергии, вы должны себя хорошо чувствовать, потому что нужна стамина и много-много-много других вещей. Концентрация. И от всего будет зависеть ваш результат. От вашего того, как вы общаетесь с людьми. Вы не должны быть замкнутым. Если вы будете замкнуты, вам будет тяжело и так далее. Вот. Собственно, каких-то таких пару советов — это спорт, здоровое питание, режим очень важно тоже. Режим геймеров — это вообще большая проблема. Потому что в основном все ребята играют там после обеда, к вечеру, ночью, и поэтому просыпаются ближе к обеду. Вообще такое каша получается. А тем, кто учится, это еще сложнее. Поэтому постарайтесь следить за режимом и выделять там определенное время, там, когда надо. Делать перерывы, играть при свете, потому что если играть без света, портится зрение. Ну и много-много всяких таких вещей, на которые в основном молодежь не обращает внимания. Вот. Ну, твій особистий графік, він є насиченим. Тобто це змагання, це тренування до змагань, це стріми шаленої популярності. Але от взагалі, коли в тебе залишається вільний від кіберспортивної складової час, чому ти його присвячуєш? Чи залишився в тебе час на музику, якою ти колись, як ми знаємо, займався? Нет, времени. Ну, время у меня есть, но я его просто не выделяю на музыку. Вот. Я уже давно не играл, и сейчас вряд ли что-то сыграю, но если потрачу время, я думаю, я смогу вспомнить что-то. Вот. А так, да, времени довольно-таки достаточно, потому что много играть тяжело, и много играть не всегда приносит пользу. Это в какой-то степени ваша, так скажем, проверка на стамину. То есть можете ли вы показать хороший результат, когда вы играете там 8-й час в доту, к примеру, вы можете стараться там выкладываться на полную. Но на самом деле больше, допустим, 5 КВшек или 6 КВшек в день играть не всегда полезно, потому что в первой и во второй вы играете на полную силу, а в 5-й, 6-й у вас уже немножко просаживается концентрация и так далее, и так далее. Вот, и вы начинаете делать ошибок, которых вы бы не сделали, и тут уже начинаются неполадки и вообще в общей, в команде. Вот, и вы не можете проверить, работает та или иная стратегия, еще что-нибудь. Вы себя сами ставите в такое положение, в котором вы не уверены. Там, и можете делать неправильные выводы из-за этого и так далее. Поэтому много играть не всегда хорошо. Ну, еще соло можно играть там разными героями. Там берете одного героя, 25 игр подряд на нем раз, там за короткие сроки и так далее, и так далее. Тоже будет это там давать какой-то прогресс и улучшение. Вот, но так времени хватает на то, чтобы отдохнуть, с друзьями посидеть, погулять, с семьей провести время и так далее и тому подобное. То есть я ничем не отличаюсь. Моя жизнь или мое свободное время ничем не отличается от других ребят, которые не в киберспорте. Вот. Ну і оскільки ми все ж таки портал ігровий, ми не можемо не запитати, на які ще ігри ти виділяєш час, окрім як Dota? Последнее время ни на какие. Уже долгое время, а так раньше мог чуть-чуть в Hearthstone поиграть, CSGO мог чуть-чуть поиграть. Что-нибудь новенькое выходит, бывает, пробую, какой-нибудь HOTS чуть-чуть поиграл. Как это, стрелялка близзардская вышла. Overwatch чуть-чуть побегал, вот сейчас там какой-то перерыв. Ну, так, с друзьями меня обычно куда-то тянут какие-то игры играть, может, тогда и иду, пробую. А так, каждый раз, когда я начинаю что-то играть, у меня создается такое чувство, что я теряю время, что, мол, я это время мог присвятить доте и улучшиться в той или иной там сфере чуть-чуть. Вот. И меня это начинает грызть где-то изнутри, и я сразу иду играть в доту. Вот. Но я получаю удовольствие от игры даже сейчас в доту. Если бы я не получал, я бы вряд ли играл. Вот. Поэтому для меня это все-таки как хобби, а не работа все еще. Ну і від роботи можна отримувати задоволення. А от останнім часом в сфері доти постає запитання, чи варто дозволяти, як і в CSGO, шостій людині, власне, тренеру, перебувати і координувати дії відразу по ходу гри. Ну, тобто це типу як розвантажує п'ятого гравця, і капітан може більше зосередитись на матчі, а не на продумуванні і калькуляції всього того іншого, що треба було б робити. От, власне, як ти думаєш, дота має залишатися 5/5, чи робити таке собі спортивне розділення функцій, гравці грають, а тренер тренує? Я думаю, дота должна оставаться 5/5. Это слишком сильно облегчит все задачи дотеров.
Вот, потому что мы не роботы какие-то, не машины, которым просто надо нажимать бездумно кнопки и в драках там уметь драться. Вот, Dota — это стратегия, это стратегическая игра, это как шахматы, и все должны принимать решения в игре, все должны следить за мини-картой, это усложняет игру. И шестой человек просто снимет абсолютно все заботы, и это уже будет не Dota, это будет что-то другое. Вот. В КСе это можно, позволительно, я считаю, потому что, ну не знаю, но мне так кажется, возможно, но в Доте это немножко не то. Очень можно долго об этом дискуссировать и разные пункты за и против выводить, но я уверен, что большинство игроков со мной согласится. Вот. Даже, я бы сказал, 95% игроков наверняка со мной согласится. Мне так кажется. Ну і перш ніж ми тебе відпустимо насолоджуватися переглядом гранд-фіналу CSGO, чи хотів би ти висловити якісь побажання, передати комусь привіти? Всем большое спасибо, кто нас поддерживает. Вот, мы будем стараться радовать вас в дальнейшем. Привет всем. Всех люблю, уважаю. Play.ua. Дякуємо, Данило, за інтерв'ю. Успіхів. Ми в тебе віримо як ніхто. Дякую.